Мусорные полигоны, которые отравляли жизнь тысячам людей в разных городах, прекратили свое существование. На смену им пришли высокотехнологичные комплексы по переработке отходов КПО. Приветствую всех неравнодушных, меня зовут Алексей Ведехин, и в данном видео речь пойдет о КПО Нева. Сразу хочу сказать, что мы не против комплексов по переработке отходов, но когда это построено по технологии и отвечает всем нормам, ведь по нормам запаха с КПО быть не должно. Кстати, хочу заметить, что расстояние от крайнего дома в нашем поселке до КПО Нева всего 450 метров. Разве это нормально, как вы считаете? Мы на себе ощущаем все прелести такого великолепного соседства. После открытия комплекса в поселках и в ближайших окрестностях появился непонятный кислый запах. Я не знаю, как его описать. Его надо почувствовать. Запах сопровождается громкими звуками, выбросами в атмосферу. Также присутствовали яркие вспышки света, которые озаряли небо. Кто-то из поселка даже подумал, что сработало ПВО. Такое ощущение, что рядом находится АЭС, и там начались проблемы. Жалобы в различные инстанции не дают никакого эффекта. Игнор и банальные отписки, которые вы можете увидеть в нашей группе в Телеграме по ссылочке ниже в описании. Единственное, чего удалось добиться на данный момент, так это привлечение КПО Нева к административной ответственности. Совместные действия местных жителей и активистов помогли выявить серьезные нарушения при строительстве КПО Нева. Но при этом в ночь на 6 июня был сильнейший за последнее время выброс свалочного газа. Поступило много обращений за медицинской помощью от местных жителей. КПО Нева продолжает нарушать экологическое и санитарное законодательство, продолжая отравлять все живое вокруг себя. 11.06.22 возле КПП «Семейный парк» проходило собрание местных жителей, на котором присутствовал эколог Дмитрий Шелков. После собрания он согласился вместе с нами дойти до КПО Нева для того, чтобы у нас не осталось сомнений, откуда исходит этот зловонный запах, сопровождающийся остальными бонусами. После дневного посещения этого места, разведки, так сказать, мы с Ириной вернемся туда вечером, проведем прямую трансляцию и подснимем материал. С кем-то, наверное, может быть, пообщаться по экспертизе земли именно, взять землю на экспертизу. Ну да, у нас сейчас все ягоды начнутся. На анализ. Просто смотрите, что сейчас происходит. Сейчас пахнет, понятно, что с технологией, да, которая должна иметь государственную экологическую экспертизу, когда объект проходил государственную экологическую экспертизу, еще раз повторюсь, государственных экологических экспертиз обязательных для прохождения, да, не было. То есть они, получается, технологию, которую запустили, да, то есть ее технологией это назвать тяжело, и вы сейчас все это ощущаете на себе. То есть вонять не должно вообще. И я хочу еще следующее сказать, что это пока пахнет только с цеха компостирования, который очень ограниченный там по объему. А у вас там будет еще 3 чаши захоронения. Это сейчас первый год, ладно, не будет пахнуть, а потом что будет? Сейчас мы сходим туда днем и посмотрим, что там происходит, так как на 14 число намечена проверка, и скорее всего они будут к этому готовы. Вот видите домик, вон он вдали домик. Да. Вот от него там есть дорога. Это от него получается 350 метров, 300 метров, да? Ну, у нас вообще идут сюда. Она и есть самое близкое место к забору. Вот она выходит туда на опуху. Так, а это получается что здесь? Вот именно здесь? Вот это композированный край. Вот это вот он и есть, Нет, да? нет, тут вот цех получается. Наверное, Похоже на то, да. Ну, судя по телевизору, по программе, то, что я смотрела. Собственно, вот мы у забора КПО Нева. Высокий забор. Вот здесь вот прямо сразу увидите компост лежит. Ага. А сточная канава, где она? Здесь тоже где-то рядом? Какая канава? Ну, сточная, куда они сливают? У них должна была быть готова уже ливневка, которая бы аккумулировала бы все воды по периметру себя и очистные подавала. Нет, а видео, которое тогда снимали ночью, Где все в воде. показывали как раз, что вот это, где ливневка вот это у них.
Вот так она выглядит изнутри. Щелочки заглядывали, там щелочки можно заглядывать, если вам нашла, заглядывала. Это я подниму. И такую я перетащил на Владивосток. Фу, а это не вот этот вот запах? Похоже на него. Запах. Да. Вот здесь вот не было запаха. Вы чувствуете запах? Запах есть у вас? Запах. Смотрите, зайдите за угол и пройдите чуть дальше сюда. Вот здесь всегда стоит запах, кстати. Там я шел, запаха не было. Там не было. О! Что это? КамАЗ какой-то. Оно как-то местами воняет. Ну сейчас просто... Вот здесь воняет. Вот. Сейчас время такое. Ладно, пойдемте, я место покажу, мы можем немножко повыше заснять. Тут воняет. Вот пошел запах. Да, кислота. Ну то есть ваш запах, правильно? Ваш запах. О чем и речь? Фу, блин. Ночью здесь сильнее гораздо воняло, когда мы были. Ну, соответственно, аккуратно. Здесь торчат штыри. Вон, видите? Вот эти. Это гидрозисты оставляют. И они здесь... Где? Они здесь повсеместно. Смотрите, не повредить много. Да, что воняет тут пипец. Как же будет пахнуть ночью, блин. Вот щель побольше. Фу, вонище вот здесь вот. Лёш, смотри, вот здесь какая дырка, здесь можно поснимать. Сейчас. Скорее всего, как раз отсюда идет петля. Вот здесь повыше. Ребят, вот здесь как раз находится цех компостирования. Собственно, поэтому и запах. Да, Андрей. Привет. Блин, нельзя ли? А вот поднуть никак? Не-не-не. По телефону. Вот вы когда поднимались, вы видели вот сам компост, который лежит, вот этот переработанный пищевые отходы, так сказать? Вообще это как бы крупная вот какая-то такая вот фракция просто мусора. То есть это не похоже на грунт вообще, собственно говоря. Ну, там были кучи, да, там КамАЗы А вот эти. старая свалка где? Там, да? Пойдемте, я вас сразу до одного места доведу. Ну, здесь воняет хорошо. Мы можем подняться и можно частично его увидеть. И свалку, кстати, сторону. Если хотите, мы можем до старой Вообще ужас. Он выезжает. С какой целью? Ага, вижу. По идее, он крюком подцепляет этот, Ага, контейнер. Да. скорее всего. Блин, ну воняет тут, конечно. Угу. Причем запах тот же самый. А там не воняло, а здесь воняет. То есть получается, что здесь, скорее всего, как раз вот эти вот все Угу. отходы. Получается, что самая вонь, там ворота открыты, где грузовик выехал. Да. Вот оттуда, я так понимаю, что идет самая вонь. Да, Скорее потому что мы всего. заходили, где там Потому запаха что не было. здесь уже такого запаха нету. Ага. Основной запах только оттуда. А ты фонарик не взял? Я взял фонарик. Тем более здесь есть свет на камере. Ну и потом туда зайдем. Аккуратно. Оператор! А вот это вот на заднем плане, это что? Это генеральская свалка. это вот это старое. Да, здесь запаха нету. Запаха есть именно вот с того угла. Они должны потом в процессе использовать на изоляцию должны пойти. Когда они разгребут В том числе и отходов, и в том числе и рекультивации следующих, последующих. Вот здесь будет третья чаша захоронения, она в самую последнюю очередь будет похожа. Ну, смысл здесь того, что здесь, видите, они устроили здесь незаконную свалку, они же могут это перерабатывать, по идее, да, и возить туда положенное. Что-то, что здесь находится, это мусор. Отсюда. Если пластик и резина находится. Ну, моментом. В каком-то вот Да, месте. там открывается... Где как раз вот этот цех. Да, где этот цех, там открыты ворота. Оттуда выезжал грузовик.
где вот эти контейнеры как раз стоят. Да. То есть это не разрывают, да? Вы-то думали, что они там разрывают эти мусорные кучи? Да, вот это и есть. Даже получается, вот, которые забыли. Так что вы сами все прекрасно видели, это нифига не рекультивация. Ничего они тут не разрывают. Это запах идет именно оттуда из цеха. А по закону вообще? В общем, никакой рекультивации тут, как вы видите, и не происходит. Запах идет именно из цеха, где мы стояли вот и снимали GoPro-шкой. Ну вот я вместе с местными жителями семейных парков Задорина прошли на территорию участка 2636. Мы находимся с внешней стороны, и местные жители действительно убедились в том, что запах соответствует запаху, который вот идет от цеха компостирования отходов. Запаха от незаконной свалки, ну, во всяком случае, сильного запаха нет. А вот сильный резкий запах все-таки от цеха компостирования, и мы сейчас лишний раз этому находим подтверждение. Это все полностью комплекс. Вот сюда сразу завозят отходы, и начинается здесь действие, потом они двигаются дальше, подают цех компостирования. Там, где компостирование, там 24 ванны бетона, 32 метра длиной и не помню какой высотой. Вот они забиваются. И что, и ты А у них должна быть система фильтрации. А система фильтрации у них замкнута. Она не должна выходить наружу. А проверить это как можно? Замерено, экспертиза вообще, собственно говоря, этим должен заниматься министерство, которое должно было принять. Нет, министерство ЖКХ. Ну как же без заброшки? И тут нашлась заброшка. Бункер. Слушайте, как здесь здорово, прям вот это хорошо так. Вообще. А главное, Да. Надо было брать карту. А вот здесь, смотрите, какие-то трубы, здесь что-то было. Может, здесь типа котельной какой-нибудь было. Либо еще что-нибудь. А, тут все таки еще. Наверное, поставили двигатель. Ну что здесь могло быть? Двигатели. Вон подставка под двигатель. А, двигатели? Угу. Сейчас подойдем поближе. И попробуем взглянуть, чем-то интересным таким они тут занимаются. В общем, итог в том, что запах здесь и есть, как вы уже слышали. И именно такой же, как запах в поселках. И это не запах рекультивации. Они что-то засыпают. Просто. Или выравнивают, что ли, не пойму. Старая бетонная какая-то хрень. Видите, стена бетонная старая. Вообще это старая фигня. Где бетонные? Вот смотрите, вон туда смотрите. Вон туда. И вот это, скорее всего, от старой от старой свалки, видимо, вот эти вот выхлопные штуки сделаны, эти отверстия для того, чтобы газ выходил оттуда. Потому что это все старое, видно, что это все старое. Что-то тут замаскировали. Почистили за собой. Если обратите внимание, здесь зачищено, здесь убрано вот эти Я вижу, выбросы. да. И на территории идут работы по этому поводу. То есть после нашей публикации они это сделали. Потому что публикация прозвучала, что будет огромное количество обращений структуры по этому поводу. Тут что же? Какая-то фигня непонятная. Как бы трубу чем-то заделали. Что там? Ага. Здесь смотрел, видишь, они все засыпали. Здесь было все вымото. Ага. Они сейчас засыпали, вот поставили, чтобы сливалось, Да-да-да-да. в окружающую среду выливалось. Вот этого раньше не было, они врезку сделали, выход сделали. Ага. Ну правильно, чтобы почистить. А собственно говоря, ничего, даже что-то можно не было.
получается вот. Все это они сейчас почищали. Как и тот слив. Ах ты ж, блин. И все в лес, все в лес. Все надо спрятать в лесу. Да. А вот это поворот. В общем, уже вечер. Сколько? 20:45. Мы сейчас идем на КПО Нева, туда, где мы были днем, на этот бункер, потому что оттуда открывается наипрекраснейший вид, опять же, на это КПО Нева. Хотим там провести трансляцию вновь образовавшуюся группу в Телеграме, чтобы все в реальном времени увидели, что там происходит. Ну и подснять вечерние виды. Тихо, не она шумит? Она. Так, ну что ж, вот мы подошли к КПО. Шли мы сюда 8 минут. От крайнего дома идти, получается, нам 8 минут. Шумит туда, хорошо. Ладно. Что там за фигня? Пойдемте на место нашей дислокации. Что-то вот уже сейчас шум очень громкий. И воняет тут сейчас ужасно. Днем такой вони не было. Фу, блин. Еще пошел дождь. Работа кипит. Уже никого. А это что за трус какой-то? Он тут был? Нет. А этого труса-то, по-моему, не было днем. Его не было. Он там на проходе лежал? Да. Мы здесь все проходили по несколько раз в этом проходе. Мы бы об него споткнулись. Не знаю. Возможно, здесь кто-то был после нас. Ладно, сейчас будем распаковываться, пережидать дождик. Но шумит тут знатно. На старой свалке днем не было этого. Да, я вижу. Шум. Экскаватор. А там ее, Там КамАЗ светит с фарами. Там кто-то, по-моему, сидит. они ее раскрывают. Ладно, подождем. Движуха, движуха. Какая-то движуха. Ну, туда бы заглянуть. Да-да-да, я вижу, машины ездят. Сейчас я попробую камерой снять отсюда. Да, вот идет движение. Ах, е-моё, комары. Полдесятого вечера. Нарушения есть. Ну, уже
сегодня мы увидели, что они начали исправлять Да. эти нарушения, то есть убирать несоответствия, причем это не первый раз там слив происходит, бетонный и так далее, тоже еще среду. Но тем не менее, сегодня мы увидели, что они это там исправляют и убирают. Потому что это нарушение экологического законодательства, за это там штраф получен, а при повторном там, можно на большее нарваться. Ну да, первый шаг. Они заявляют о себе, что такие супер-пупер, да, это по большей части реклама, мы видим, что по факту все равно это не соответствует действительности. И самое главное, я считаю, что мы это увидели наверху. Потому что на самом верху, насколько я знаю, это заявлено вообще очень грандиозно с их стороны. Я так понимаю, что вплоть до президента, насколько я в свое время доходила информация, и поэтому им там дали в свое время карт-бланш. Я смотрю, ситуация начала немножко меняться, и поэтому я думаю, что в наших силах исправить. Мы же не против мусорной реформы, да, мы же не нормальные. Ну да. Нам нужно, чтобы это все в цивилизованном русле, и чтобы люди от этого не страдали, ни люди, ни экология. И это в наших силах, чтобы нам прислушались и исправили, привели в нужное русло, все поставили. Чтобы не было этого беспредела. Как-то так. Я понял. Ладно, все, спасибо, я И вот мы сидим в лесу, нас сжирают комары. Как прекрасно, рядом с помойкой. Вкушаем ее аромат. Да. По-моему, я уже принюхалась. Да что-то попахивает, мне уже, честно сказать, не знаю. Когда только подходил, да, там была жуткая вонь. Сейчас не знаю, что-то так чутка. Может, то принюхались. Ты тоже слышишь этот? Я не знаю, слышно? Какой-то гул жуткий. И писк был. И писк. Ну, писк вот это я имею в виду. Во рту появился какой-то вкус какого-то дерьма. В общем, мы оттуда выбрались. В принципе, идти до 10 минут. Проходя назад, у самого цеха была вот эта жуткая вонь. Еще хуже, на самом деле, чем мы туда заходили. И вот это какие-то гул, писки, свист. Не знаю, как это назвать. В принципе, я думаю, на этом все. А разве компостирование не должно быть закрытым? Они что, проветривают ее ночью?